Приветствую! Обзор криптовалют после небольшой коррекции, обновления нашего прогноза. Давайте посмотрим, что у нас на биткоине. В прошлый раз мы обозначили зону, до которой мы поднимемся, после которой начнется коррекция. Зону мы достигли. Тот, кто хотел, мог зафиксировать прибыль, но мы пошли после пампа. Вот видите, здесь на индикаторе. Индикатор пошел выше. Случился памп. И наша разволновка, естественно, поменяется. Что это значит в данных новых условиях? А это значит, что тройка у нас не здесь закончилась. Она как минимум посетит еще раз пик волны, который мы видели 3 января. Сейчас у нас идет третья волна. Она не завершилась. Здесь идет очень большое растяжение, поэтому что можно сказать точно, что видно из графика, это то, что мы не закончили восходящее движение и покупать стоит от любых коррекций. Даже если мы сходим наверх, опять скорректируемся, потом еще сходим наверх. Цены, конечно, уже очень большие, все хаи пробиваются ежедневно, но от любых коррекций стоит покупать. По биткоину я жду наверх. Даже видите, вот здесь хвосты откупают. По эфириуму рисовали финальную зону под уровнем, которую мы также дико пробили на большой скорости. Вот это все можно уже убирать. Даже я, смотрите, рисовал индикаторы вниз, объемы вниз, и тут раз резкий памп. То есть по всем показателям финал был в районе 750. Но потом оп, и мы пробили все наверх. Что сейчас можно сказать по графику? Практически то же самое, что и по биткоину. Покупаем от всех коррекций. Это по-прежнему выглядит достаточно бычье. Давайте нарисую. Я думаю, дальше пойдет. Здесь вот началась коррекция, как видите. Идем вниз, объемы вниз. Но это не финал. Как минимум мы еще раз посетим волну. Как минимум мы еще раз посетим вот этот пик. Это у нас по Ripple. По Ripple мы рисовали обновление дна. Но так как на всем рынке идет памп, немного ликвидности перепадает и Ripple, поэтому его держит на этом уровне. Тот, кто хочет краткосрочно заработать, можете иногда от откатов прикупать, но обязательно со стопами. Пока это не выглядит прям печально-печально, чтобы пойти вниз, но и каких-то предпосылок тоже не замечаю. А из бычьего, смотрите, на 4 часах, какой прекрасный дивер. Здесь вниз, а здесь наверх. Объемы также наверх. Возможно, это вообще дно. Не рассчитывал бы, что цена уйдет, даже если ниже, то намного ниже предыдущего лоя. Дальше посмотрим рубль. По рублю у нас сохраняется лонговый сценарий до тех пор, пока мы не пробили вот это дно. Давайте здесь линию обозначу. Другим цветом ее нарисуем. Как только мы пробиваем вот этот стоп, лонговый сценарий отменяется. До тех пор все это смотрит наверх. Давайте глянем аду. По аде у нас все по прогнозу. Мы пришли в отмеченную зону. Многие здесь зафиксировались. Но что стоит сказать, это то, что это по-прежнему не финал. Здесь также можно покупать от отката. И ожидается еще раз вот так, как минимум. Потому что объемы наверх, индикатор также сломан и идет наверх. Если даже покупать от этих уровней, можно 5-6% спокойно сделать. Дальше, что у нас еще интересного? Лайткоин. Лайткоину был неплохой сильный уровень. Мы его достигли, пробили, и пошло растяжение волны. Смотрите, индикатор превысил. А это значит, что у лайткоина еще цели достаточно высоки. Троечка у нас еще не завершилась. Объемы хорошие, индикатор вверх. Также от откатов можно рассматривать покупки. Даже если будут какие-то коррекции, то это все идет наверх. Пока по всем показателям, по всем криптовалютам выглядит все очень лонгово. В комментариях меня еще попросили глянуть NEO. Давайте посмотрим. Я думаю, мало здесь чем-то будет отличаться. Но мы видим объемы неплохие. По самой структуре, если честно, здесь идет тройка. Это коррекция, коррекционное движение тройкой. Раз, два, три. Что он у нас здесь из себя представляет на днях? Вот это третья волна. Если рассматривать вот этот отдельный импульс,
Здесь закончилась третья, сейчас мы в четвертой, и предстоит нам еще пятая волна. Где же закончилась пятая волна? Посмотрим. Ну вот, мы пришли на уровень 0,786. Волны 1 не перебит, от него отскочили. Здесь также в приоритете лонги. Посмотрим поближе. Да, неплохо выглядит. Появились объемы. Плохой отскок. Да, здесь достаточно лонговый сценарий. Здесь можно рисовать. Здесь четвертая волна. Уровнем она завершилась. По самой структуре, например, заходящий, это не заходной. Можно он растянется и сделает из этого пятиволновой импульс. Докуда глобально дойдет пятая волна, давайте глянем. Так, растягиваем. Третья у нас растянутая. Значит, пятая у нас будет не такая большая, как могла бы быть. Вот пятая волна к минимуму дойдет до пика волны 3 или даже больше. Сколько у нас здесь процентов? Даже если вы прямо сейчас купите, то у вас есть шанс получить около 60% прибыли. Ну вот видите, вот здесь вот был разворот. То есть отсюда он уже развернулся, отсюда он развернулся и, возможно, и отсюда развернется. Хотя вот здесь еще есть неплохой уровень. Ну вот разворотная зона, как раз сюда мы и планируем дойти. Вот она, сюда. Ну вот такие дела на криптовалютном рынке Pump. Все прогнозы сломаны, все индикаторы, все предпосылки к развороту также сломаны. Сейчас все выглядит очень лонгово. Шортить сейчас вообще не стоит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, все дела. Пишите в комментариях свое мнение о ценах на криптовалюту. Всем счастливо, пока.